Дорогие друзья, приглашаю вас связать сегодня вот такую красоту. Потрясающий мотив, авторская разработочка с 3D вязанием, с навязочками. Вяжется достаточно просто, смотрится очень красиво и интересно. Обязательно досмотрите ролик до конца. Я расскажу, где можно использовать такой мотив, его варианты, какие могут быть такого мотива и как можно использовать. То есть мы с вами обязательно обсудим, где и как можно использовать. Присоединяйтесь. Хочу подчеркнуть, что я благодарна за каждый ваш лайк, за каждый ваш комментарий. Огромное спасибо. Кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь. Приступим к работе. Для работы я использую крючок номер 2, но хочу обратить ваше внимание, что можно использовать крючок 1,4, 1,5. То есть вы подбираете под свою пряжу и свою плотность. Пряжа у меня 169 метров в 50 граммах, мерсеризированный хлопок, бисер крупный, видите, такой неравномерный. И перед началом работы я обязательно нанизываю бисер на рабочую нить. Приступим к работе. Начинаем выполнение нашей основы с одной воздушной петли. Далее я выполняю 4 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, 4. Выполняю 2 накида на крючок. И ввожу крючок в первую воздушную петлю, которую я выполнила. И сюда я буду провязывать все столбики. Столбик с 2 накидами выполняю незавершенный. Далее накид на крючок. Выполняю столбик с 1 накидом незавершенный. Далее 2 накида, столбик с 2 накидами незавершенный. И последний столбик с 3 накидами незавершенный в эту же воздушную. Вот таким образом выполнили. Далее я захватываю рабочую нить и провязываю. То есть делаю общую вершинку. Вот такая основа для серединки у нас готова. Далее мы продолжим выполнять основу для наших таких больших навязочек, скажем так. Я выполняю 6 воздушных петель подъема, которые мне заменяют столбик с 4 накидами. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выполнила. Далее я выполняю арочку из 3 воздушных. 1, 2, 3. И теперь смотрите, я выполняю 4 накида на крючок. И вот мой, видите, столбик с 3 накидами. Под него я буду провязывать 5 столбиков с 4 накидами. Между ними арочки будут из 3 воздушных. Давайте приступим. Первый столбик. 1, 2, 3, 4. И 2 вместе. Выполнила столбик с 4 накидами. Далее арочка из 3 воздушных. Опять столбик с 4 накидами. 3, 4. 1, 2, 3, 4 и вершинка. И арочка из 3 воздушных. Это у нас с вами второй столбик. Мы договорились, что их будет 5. Делаем 3 накида и сюда же провязываем. 1, видите, сделала 3 накида, мне надо 4 накида, ввожу крючок и 1, 2, 3, 4 и 2 вместе. Обязательно себя проверяйте каждый раз. Высокие столбики, накиды можете пропустить какой-нибудь из накидов, поэтому обязательно себя проверяйте. 3, 4. Это у нас с вами 4-й будет столбик. 1, 2,
3, 4 и арочка из 3 воздушных и последний 5 столбик с этой стороны. 1, 2, 3, 4, 2 вместе и делаю сразу арочку из 3 воздушных и останавливаюсь. Видите, с этой стороны я поправляю. Мы выполнили 5 столбиков с 4 накидами, между ними арочки. Далее мы потом с вами подтянем эту воздушную, и я перехожу на противоположную сторону. На противоположной стороне я буду вязать вот под воздушные петли, видите? И буду вязать 4 таких столбика с 4 накидами и опять же с арочками. Продолжу выполнять вместе с вами. После того, как мы выполнили арочку из 3 воздушных, мы продолжаем с вами выполнять столбики с 4 накидами. 4 накида на крючок. И теперь мы выполняем их под воздушные, как договаривались. Всего должно быть 4 таких столбика. И выполняем первый столбик. 1, 2, 3, 4 и 2 вместе я провязываю. Далее опять 1, 2, 3. 4 накида на крючок, и это второй у меня столбик. 1, 2, 3, 4 и 2 вместе. 3 воздушные, 4 накида на крючок и провязываем 1, 2, 3, 4 и 2 вместе. Это у меня третий столбик, и последний делаем четвертый. 3 воздушные, 4 накида на крючок и подарочку. 1, 2, 3, 4 и 2 вместе. Смотрите, вот такая основа для наших навязок в виде столбиков с 4 накидами готова. Они в дальнейшем распределяться все аккуратненько, равномерно, ваши столбики. И вот такая основа у нас с вами получится. Что мы делаем дальше? Дальше мы будем выполнять с вами навязки по спирали. Смотрите, сначала с этой стороны, затем с этой стороны и затем над столбиком центральным. Все выполняем вместе, провязываем каждую петелечку, как мы делаем, то есть идем к навязочкам. Мы выполняем с вами сначала арочку из 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выполнили. Далее накид на крючок, и я ввожу крючок под столбик. Видите, да? Опять же повторюсь, мы работаем с вами по спирали. Беру поудобнее и выполняю 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выполнили. Теперь переходим на противоположную сторону. Вот наш столбик. Накид на крючок, и я выполняю 2 полустолбика. 1, 2. И далее выполняю 5 столбиков без накида. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Нам остается выполнить нашу навязочку над центральным столбиком. Вот наш столбик. Я ввожу под него крючок, видите, да? И выполняю 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее я останавливаюсь и смотрим, что у нас получилось. Вот наша центральная часть, видите.
Далее мы с вами будем вязать по спирали вот таким образом, и уже будем дальше выполнять наши навязочки. Я возьму уже готовые, видите, да, вот мы с вами сейчас выполняем центральную вот эту часть и будем выполнять дальше навязки. Все выполняется одним рядом, таким длинным. И сейчас мы выполняем вот эту объемную серединочку нашу с вами. И теперь по спирали мы будем выполнять с вами столбики без накида. Все очень просто. Смотрите, я выполняю одну воздушную петлю, подтягиваю ее, и с самого первого столбика, самой первой вершинки начинаю провязывание. И выполняю. Считаю так же, как мы с вами навязочки делали. 1, 2, 3 столбика без накида. Далее у нас с вами будет 7 столбиков. Берем поудобнее, просто считаем и вяжем по спирали. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и еще 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выполнили. Далее я останавливаюсь. Видите, серединка наша готова. Нам останется вот таким образом взять ее и завернуть аккуратненько. Мы в дальнейшем все с вами поправим. И далее над воздушными, у нас здесь 7 воздушных, я выполню 7 столбиков без накида. И остановлюсь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выполнили. Я останавливаюсь. Опять же смотрим, что у нас с вами получилось. И вот у нас с вами уже пошли наши столбики, над которыми мы будем выполнять навязочки. Навязочки будем выполнять с бисером. Поэтому нам нужно с вами подтянуть бисер, который мы с вами предварительно нанизывали на рабочую нить. И теперь нам просто его немножко поближе надо подтянуть, чтобы он участвовал у нас с вами в работе. И мы с вами продолжаем нашу работу. Напоминаю, что мы подтянули бисериночки наши, которые нанизаны на нить. Что мы дальше с вами выполняем? После того, как выполнили столбики без накида, очень внимательно я ввожу крючок в вершинку столбика нашего с 4 накидами и выполняю столбик без накида. Далее я работу разворачиваю, видите, на лицевую сторону и буду выполнять навязочку. Все навязочки в моем случае будут одинаковые. Над столбиком я буду выполнять 6 столбиков без накида. Выполняю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. При выполнении этих столбиков без накида, обращаю ваше внимание, вы должны их аккуратно и равномерно распределять по столбику. Далее я выполняю одну воздушную и работу разворачиваю. Далее подтягиваю бисериночки и буду выполнять полустолбики с бисером. Я выполняю накид на крючок и
захватываю бисеринку. Далее ввожу крючок в самую первую вершинку и выполняю полустолбик. Следующая бисеринка, накид на крючок, ввожу крючок в вершинку и выполняю. Это у меня второй полустолбик. Далее третий, четвертый, пятый и еще один шестой. То есть именно над теми столбиками мы выполняем, которые у нас над столбиком с 4 накидами. Вот таким образом. Выполнили полустолбики. Далее мы продолжаем нашу работу. И я ввожу крючок под арочку из 3 воздушных. И под эту арочку выполняю 3 столбика без накида. Без бисера, просто столбики без накида. Раз, 2, 3. Выполнили. Далее я ввожу крючок и выполняю столбик без накида в вершинку. И опять же разворачиваю работу и начинаю выполнять точно такую же навязочку. То есть 6 столбиков без накида. Повторяем с вами. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Далее воздушная и работу разворачиваю. Подтягиваю бисер. И выполняю накид на крючок и ввожу крючок в самую первую вершинку. Выполняю первый полустолбик и далее считаю. Второй, третий, четвертый, пятый и последний шестой. Мы выполнили 6 полустолбиков с бисером. Далее, напоминаю, я работу разворачиваю. Уберу пока бисер. Ввожу крючок под арку. Выполняю 3 столбика без накида. Раз, 2, 3. И в вершинку столбик без накида. Далее работу разворачиваю и опять же выполняю точно такую же навязку. И так я буду выполнять навязки над всеми столбиками. Далее вы выполняете навязочки самостоятельно, доходите до последнего столбика и далее я вам покажу, как продолжить работу. Мы с вами выполнили все наши навязочки с бисером над нашими столбиками. Видите, красиво, аккуратно, очень нежно получилось. И теперь обращаю ваше внимание, у нас остались только вот воздушные петли подъема. Мы тоже над ними будем выполнять навязку. Здесь есть небольшая особенность. Смотрите. Мы с вами выполнили 6 воздушных петель подъема и выполнили потом 3 воздушные петелечки арки. Поэтому что мы делаем? Я отсчитываю
прям вот беру, смотрите, и отсчитываю. 1, 2, 3 петли арки. И вот 4-я петля — это последняя петля, воздушная петля подъема. Можете себя проверить. 1, 2, 3, 4, 5, и вот она 6-я. Можете закрепить маркером, можете просто придерживать. И что я делаю? Я выполняю 3 столбика без накида. То есть как подарку, да, мы с вами делаем 1, 2, 3. А в нашу петлю, которую мы с вами, ну вот я держала, да, можно маркером отметить, я ввожу прямо крючок как бы в вершинку столбика и выполняю столбик без накида. Вот таким образом. И теперь я выполняю над нашими воздушными, то есть так же, как и над столбиком, 6 столбиков без накида. 1, 2. Распределяем аккуратно, равномерно по всем воздушным. 3, 4, 5, 6. Выполнили. Далее воздушные. Ну, то есть все точно так же, как мы с вами вязали. Просто повторяем. Я подтягиваю бисериночки и буду выполнять полустолбики с бисером. Накид, ввожу вершинку и провязываю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выполнили. То есть вот такая у нас с вами получилась основа с бисером, с навязочками, красивые такие. Видите, в центре завиточек уже просматривается хорошо. И нам осталось выполнить один ряд обвязки. Давайте я вам покажу изнаночную сторону. Весь наш бисер, все навязочки только по лицевой стороне. И начинаем нашу обвязочку с полустолбика. Все столбики выполняем с бисером. Смотрите, я выполняю вершинку следующего столбика, полустолбик. Далее выполняю столбик с одним накидом. Опять же накид с бисеринкой. Провязываю, провязываю. Далее столбик с 2 накидами. Первый накид и второй, все выполняем с бисером. Видите? Ввожу крючок и выполняю столбик с 2 накидами с бисером. И теперь остается выполнить еще один столбик с 3 накидами и с 3 бисериночками. Как мы это делаем? Накид, бисеринка, накид и бисеринка. Накид и бисеринка. Выполнили. Далее я ввожу крючок в вершинку следующего столбика и провязываю. Смотрите, первый накид с бисеринкой провязала, второй и третий. Далее 2 вместе. Над столбиком с 3 накидами я выполняю пико из 3 воздушных. 1, 2, 3. Ввожу крючок в вершинку. Вот таким образом, видите, захватываю вершинку и нить столбика и выполняю соединительную. Выполнили. Далее я соединительными буду опускаться к месту провязывания. Как я это делаю? Смотрите, я ввожу крючок
Вот таким образом. Вот видите, то есть это нить столбика. И выполняю соединительную. Раз. Далее второй раз. И третий. Смотрите, все соединительные должны быть достаточно свободные, то есть не затянутые у вас петелечки должны быть. И вот они очень аккуратно и красиво смотрятся. Я остановлюсь и смотрим, что у нас получилось. Вот такой первый прием у нас готов. И далее мы будем продолжать. И мы с вами продолжаем выполнять нашу обвязочку. И смотрите, я ввожу крючок в вершинку столбика, куда мы только что с вами провязывали, и выполняю еще одну соединительную. Вот таким образом. И только тогда я начинаю выполнять следующий прием. Выполняю накид и ввожу крючок в следующую вершинку. Вот видите, это те столбики, которые у нас провязаны под арку, и вершинку столбика с 4 накидами. Выполняем первый полустолбик, далее второй выполняем столбик с накидом, далее столбик с 2 накидами, вот таким образом, и столбик с 3 накидами, то есть 3 бисериночки должно быть. Помните, да, столбик с 3 накидами и пико у нас с вами. Столбик с 3 накидами. Я ввожу крючок в вершинку и провязываю первый накид, второй, третий и 2 вместе. Далее пико из 3 воздушных. Раз, два, три. Соединительная. И далее начинаю выполнять первая соединительная петля или столбик, вторая и третья. Мой прием готов. Вот такая красота получается. И не забываем перед тем, как начать выполнение следующего приема, мы вводим крючок в вершинку, куда только что провязывали столбик с 3 накидами, выполняем еще одну соединительную и только потом выполняем полустолбик уже в следующую вершинку. Накид, я ввожу крючок и выполняю полустолбик. Начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. И смотрим. Вот такая красота у нас с вами получается. И вы выполняете так обвязочку до конца вашего ряда, по последний вот этот, по последнюю навязку. И как завершить мотив, я покажу и завершу мотив вместе с вами. А покажу вот уже готовый в другом цвете. Видите, да? То есть у вас должно получиться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 вот таких, ну скажем так, листиков, да? Вот такая обвязочка должна получиться, нежная и красивая. Мы с вами выполнили нашу красивую нежную обвязочку, и я покажу, как завершить выполнение самого мотива. После того, как мы выполнили наши соединительные 3, я выполняю последнюю соединительную вершинку столбика. Вот видно.
Это 4-я соединительная петля или столбик. Далее воздушная. Ниточку я уже обрезала. Видите, да? Смотрите, ниточку вы можете сделать, обрезать немножко подлиннее, если хотите, потом закрепить ваш мотив и сделать из него брошечку, подвеску и так далее, что я покажу далее. И вот такая красота у нас с вами получилась. Нам остается поправить серединочку. Помните, да, то есть поправляете, вот таким образом закручиваете, и получается вот такая серединка. Смотрите, я покажу пока, как можно просто, да, элементы сделать и использовать эти элементы или мотивы для декора. Вот таким образом. Это у нас с вами только что связанный наш мотив. Красота такая получилась. Покажу изнаночку еще. И прям напоминает хвост павлина, да? Если вы занимаетесь ирландским кружевом, можете продолжить выполнение этого мотива и сделать павлина красивого. Или использовать такие мотивы в композиции. Вот у нас бисер, прокрашенный изнутри серебром с розовой нитью. Тоже очень красиво, нежно смотрится. И хочу еще показать, вы можете сделать точно такой же мотив, ну, или элемент без бисера. И вот видите, я даже его в качестве, ну, скажем так, хочу использовать в качестве листика. Делала такой маленький, как хвостик. Серединочка, ну, просто получается на вязочке. То есть, если вы не любите вязать с бисера, пожалуйста, делайте просто 3D формат без бисера. Вот такая красота получается. Покажу. И если вы продвинутая рукодельница, то я вам предлагаю поэкспериментировать и сделать, как в моем случае, асимметричный. Видите, да, мотив. И использовать этот мотив, допустим, в фриформе. Вот как в этом случае. Красиво, аккуратненько смотрится и интересно. Вот такой красивый мотив. Повторюсь, для фриформа. Можно его также использовать просто для декора, ирландского кружева. Конечно, вы можете выполнить буквально из любой пряжи. Ну, уже, то есть вы выполняете мотив, как мы с вами вязали, а далее обвязочку уже придумываете самостоятельно. Выполняете спиральки. Еще раз повторюсь, это уже для более продвинутых рукодельниц, вязальщиц, кто любит фриформ, ирландские кружева и так далее. Асимметричный для фриформа, да, вот использование. И теперь я вам покажу, как использовать наш мотив в том случае, если вы хотите, допустим, сделать брошечку, заколку и так далее. Сейчас мы с вами рассмотрим поближе нашу вот такую красоту. Я покажу именно приспособления, которые используются. Их может быть несколько. Вы для себя выберите тот вариант, который ближе вам. Я просто покажу идеи. Я ниточку оставила подлиннее. Опять же, вы можете сделать ее, если просто для декора используете. Опять же, она вам пригодится, вы будете подшивать. Да, если в ирландских кружевах, то наоборот, вам нужно будет убрать эту ниточку. Сильно длинная она вам не нужна. И смотрите, есть приспособление вот такого рода. Видите, да, вот дырочки специальные. Вы подшиваете. Я специально не стала подшивать, чтобы показать вам разные варианты. И получается или заколка, да, в нашем случае, или брошечка. То есть можно вот так подшить. И будет хорошо держаться и смотреться.
Далее есть вот такое еще приспособление. Это у вас получится заколка. Вы пришиваете на верхнюю часть. Вот так подшиваете. И заколочка будет для волос. Или опять же это можно будет как брошку использовать. Ну вот именно таким, с таким, скажем так, захватом. Да? Можно использовать в качестве сережек, то есть вы сделаете две, да, и сделаете, допустим, сережку. Но я хочу сказать, что ну, в данном случае сам мотив тяжеловат. Если вы возьмете намного тоньше пряжу и бисер, допустим, японский есть бисер, он абсолютно невесомый, такой мелкий-мелкий, будет очень красиво смотреться, и у вас получится просто потрясающая сережка. Можно одну сделать, да, сережку, можно их две сделать, то есть все зависит от того, какой стиль вы для себя выберете. И еще вот такое приспособление, это в качестве подвески можно использовать или украшение на сумку, для ключа, да. Что для вас важно? Вы берете, оно может быть любой формы, круглое, немножко овальное, но для вас важно, чтобы были дырочки. И вы за счет этих дырочек просто берете вот так аккуратненько и подшиваете иглой. Тоже опять же ниточка, которая, да, вот осталась у вас, вы берете и по контуру подшиваете иголочкой. И у вас получается вот такое красивое, ну, скажем так, подвесочка, да, или украшение для сумки или чего-либо. Вот я покажу, то есть подшить вот так можно. Многие еще сажают на клей, то есть берут плоскость, заливают клеем и сажают на клей. Ну, я больше люблю подшивать. Мне кажется, так, ну, когда ажурные такие вещи, они аккуратнее смотрятся. Выбирайте тот способ, который ближе вам, интереснее вам. Ну и проще, конечно же. Спасибо, что смотрите меня. Спасибо, что вяжете вместе со мной. Обязательно экспериментируйте, пишите в комментариях, какое украшение ближе, где вы планируете использовать. Повторюсь, для декора ирландского кружева фриформа можно использовать. Ну и в качестве какого-либо украшения основу я вам показала. Не забывайте ставить лайки. И опять же, повторюсь, пишите комментарии, где вы используете или планируете использовать вот такую красоту. Покажу еще в розовом цвете. Очень нежно, красиво смотрится, да, то есть от выбранной пряжи, от бисера все зависит. Экспериментируйте, потрясающие просто получаются мотивы. И я не скажу, что они сложные, то есть вяжутся достаточно быстро, просто. Смотрятся очень-очень красиво.